он один из наших любимых домов. Сколько у нас затрачено сейчас материалов, то есть это где-то 3 моих квартиры. У меня мурашки по коже, кошмар. Всем привет, с вами Дмитрий Парасолов и канал Современный дом. Мы находимся сейчас с вами в лесу, в Истринском лесу, это такой коттеджный поселок. Так вот, 2 месяца назад, когда я снимал здесь ролик, здесь был просто лес. Здесь было все красиво, замечательно, и мы в этот момент только готовились к заливке фундаментной плиты этого дома. И сейчас, внимание, 2 месяца, и смотрите, какая уже красота. Почему же я решил вам показать этот дом? Потому что он один из наших любимых домов. Дело в том, что это такой современный лаконичный стиль, который очень органично вписан в лес. И вот у него из оригинального это то, что много-много-много окон. Это прям практически 70% стен это окна. Но самое интересное в нем то, что появляются такие вот прикольные фризы, полукруглые такие орнаменты, необычные элементы, которые повторяют форму леса, благодаря чему мы как раз и смогли вырубить деревья, которые попадали только в пятно застройки, но те, которые находились рядом, мы их, наоборот, как бы таким образом приблизили к дому. И из всех окон дома ты ходишь и видишь прям вот как дерево растет у тебя на расстоянии вытянутой руки через стекло. Это прям очень крутое качество, которое мы смогли в этой архитектуре выдержать. Сам дом по площади, полезной площади 500 с чем-то квадратных метров, а по пятну застройки, если вы смотрели предыдущий ролик, то помните, что 700 метров это занимало только площадь фундамента, то есть 700 метров это у нас была первоначальная вот эта вот плита. А теперь предлагаю подойти поближе и посмотреть все его ништячки. Погнали! Сейчас я нахожусь прямо рядом с дорогой, то есть это непосредственно главный фасад, который виден с улицы. И сразу можно обратить внимание, что здесь не так много окон, не так много панорам, потому что все-таки основная часть панорам, она направлена в задний двор, где более уютное приватное пространство. И самое интересное, это фишка этого проекта, в том, что этот фасад, он более такой аскетичный, выдержанный, то есть с улицы кажется, что ну, это просто хорошая, качественная современная архитектура, да, какой-то такой минимализм. При этом здесь нет каких-то полукруглых таких многих форм, да, то есть прям вот есть совсем чуть-чуть у гаража, и вот с той стороны там есть небольшие скругления, и все, то есть это выдержанная, очень хорошая архитектура. Я помню, у меня когда-то преподаватель в ЦНИП Минстроя спросил такую штуку, говорит: Дим, как ты думаешь, какой архитектурный стиль в Калифорнии? Ну, я что-то думал, мне вообще американская архитектура очень не нравится, и как-то, ну, не смог понять. А он говорит, на самом деле там калифорнийская архитектура, калифорнийский стиль. Я говорю, это что за стиль такой, первый раз слышу. Он говорит, это, короче, когда есть дом, и у него каждый фасад – это отдельный стиль. То есть фасады вообще никак не связаны. Вот, конечно, для меня это был шок, потому что вот прям так делать, мне кажется, это не камильфо, это совсем неправильно, когда у тебя все в разных стилях. Тут классика, тут минимализм, тут ар-деко и так далее. Поэтому мы выдержали все-таки это в общей стилистике современной архитектуры, но сделали, чтобы с фасада он не был таким уж прям сюда идите, смотрите на меня, но он выдержанный, аккуратный и красивый. При этом сама форма достаточно эффектная, потому что у нее есть вот центральный вот этот портал, он такой большой, приглашающий зайти в него вперед. И если мы сейчас подойдем поближе, вы увидите, что там при входе нету потолков, то есть там второй свет, начиная с двери. Это прям, как я всегда мечтал такое сделать. И наконец-то заказчик разделил со мной вот эту ценность, и мы реализовали в этом проекте. Погнали, покажу.
собрал я тут несколько фактов, сколько у нас затрачено сейчас материалов, это только в настоящий момент из того, что построено. Смотрите, керамический блок у нас сейчас потрачено 260 кубов. Это примерно 12,5-13 тысяч штук вот таких вот кубиков. Бетон сейчас в настоящий момент залито 402 кубических метра бетона. 402. Арматура сейчас потрачена 32 тонны. Это где-то 28 километров арматуры, чтобы вы понимали, если вот так в ряд ее сложить. Значит, остекление сейчас уже запущено в производство. И вот уже на следующем выпуске вы уже будете видеть, как мы его будем собирать рамки и будем вставлять стеклопакеты. Значит, площадь остекления здесь 251 квадратный метр. Ну, это так, без запаса говорю. Что примерно составляет по площади один теннисный корт. Площадь фундамента 570 квадратных метров. Это без наших вот этих веранд, без террас, которые еще там догоняют до 700 квадратных метров. И утеплителя куплено сюда 177 кубометров утеплителя. Представляете? А все эти огромные объемы нужны для того, чтобы создавать вот такую по-настоящему крутую архитектуру, потому что, видите, большие вот эти нависания, большие балконы, какие-то высокие потолки, это все бетон. Для того, чтобы все это классно, достойно выглядело, все это нужно предусмотреть, заложить конструктивную прочность. При этом большие пролеты предусматривают большие мощные колонны, да? Здесь же я сейчас нахожусь вот возле нашей входной двери, которая будет открывать нам сразу доступ в дом с высотой потолков 7,5 метров. То есть мы сюда вот заходим в эту дверь, и у нас сразу же высокие-высокие потолки, здесь свисает какая-то люстра, да? Мы идем сюда дальше. Здесь, заметьте, тоже никаких потолков нет. Это все единое пространство. Ну, я сейчас опускаю момент, что у нас тут, естественно, гардероб при входе, естественно, туалет при входе, да. Мы проходим сюда. Здесь у нас сразу же идет лестница, которая попадает во второй свет. И эта лестница нам позволяет соединить гостиную, второй этаж. И все это пространство, оно цельное. И смотрите, обратите внимание, мы сразу видим весь дом насквозь. И вот эти панорамные остекления, которые идут вдали, они открывают вот этот вот самый ценный эффект. Это вид на лес. То есть сразу видно, что весь дом, он интегрирован в лес. Сильно слышно там? Да? Сейчас хотел ребятам сказать, что перестали стучать наконец своими молотками, но понял, что у нас ноябрь месяц уже, да, и нам нужно до Нового года залить плиту кровельную, подготовить кровлю, здесь в порядке все навести, да, все расчистить до Нового года, чтобы у нас деревья не погибли, да, и нам нужно торопиться, поэтому решил этого не делать. Вот, но поскольку туда идти очень опасно, может на голову что-нибудь прилететь, а я знаю, мои любимые подписчики всегда мне пишут: Дима, как ты по стройке без каски ходишь? Поэтому предлагаю нам переместиться в бассейн и посмотреть, что у нас там. Погнали! Очень часто дизайнеры думают, как же, что же такое придумать этакое интересненькое в дизайне бассейнов, но на самом деле ответ очевиден. Когда у вас такой глухой лес, когда у вас дом интегрирован в природу, то ничего придумывать не нужно. Нужно делать просто максимально лаконичный интерьер, делать огромные панорамные окна, как у нас. Смотрите, одна вот целая стена – это окна. Вот та половина, ну какая плая стена, это тоже окна. Со всех сторон попадает свет, со всех сторон вы плаваете в этом бассейне и любуетесь природой вокруг. Какой еще нужен дизайн, ребята? Это самое классное, что может быть в принципе, да, потому что здесь место отдыха, здесь место расслаблений, а здесь еще такая классная, посмотрите, какая идет замечательная веранда, которая соединяет зону бассейна, из которого можно выйти, попасть туда на улицу, пройтись, попасть в гостиную, пройтись, попасть в зону столовой, то есть практически весь дом можно обойти по кругу, и все эти террасы, смотрите, какой они интересной формы, они идут плавно, огибая все вот эти деревья. Даже пришлось частично скорректировать проект после того, как мы разместили дом, начали все это дело отливать. Где-то было немножко близко к деревьям проходило, и пришлось немножечко вот эту геометрию подвигать, поменять. Но смотрите, как эффектно смотрятся вот эти все повороты. Это, блин, я не знаю, может, конечно, камера не передает, но в жизни вот эти все плавные формы, которые здесь будут в реализации выполнены таким глянцевым черным... Все живы, все нормально.
вот эти гладкие такие формы из глянцевого черного металла будут идти и огибать, вот знаете, как такая ленточка, такая как змея, огибать всю эту архитектуру и соединять вот эти большие панорамные окна. Ну вот это и есть, наверное, то, чем гордится архитектор, который создает что-то новенькое, да, потому что не хочется повторять то, что уже было. Хочется все время создавать что-то новенькое. И вот поэтому я, наверное, очень люблю этот проект. И хозяева прям безумно его любят, постоянно просят нас со стройки прислать фоточки, видео. А у нас как раз такой сервис, мы постоянно там каждый день отправляем объемы, что выполнено, фотки, видео. В общем, очень интересная история. И вот мы вышли из бассейна или из гостиной. Я бы сейчас с радостью вам, конечно, показал вот это все пространство, рассказал, как здесь будет, но это, наверное, в следующем ролике, потому что здесь стойки мешают, ну, не очень к восприятию. Но вот зато в той зоне у нас находится кухня. Погнали! Вот сейчас я как раз нахожусь в кухне, там у нас столовая зона, она находится ближе к гостиной через камин. А здесь же у нас находится кухня вдоль стены. Здесь специально, вы видите, выпуск канализационный оставлен под остров, чтобы у нас в острове находилась раковина. И вы зададите мне вопрос, а что же это за дверь такая? А эта дверь, дело в том, что в больших домах, как правило, это где-то 450 и больше метров, мы всегда стараемся предусмотреть такую черную кухню, черновую, я не знаю, по-разному ее называют. Это кухня, в которой как раз, то есть там стоят всякие чайники, кофемашины, всякие соковыжималки, то, что визуально портит вот это визуальное приятное восприятие, и оно поэтому там находится за дверкой. При этом, если вы обратите внимание, то там есть еще специальный проход с улицы. С улицы, допустим, повар или нянечка, или сам хозяин может с продуктами попасть, занести продукт в черную кухню, там все разложить, разбросать, и уже прийти сюда в красивую, в парадную часть, где там приготовят, не знаю, завтрак, покушает и так далее. А если уже захочется там сок выжать или там мясо пожарить, борщ приготовить, через дверку попадаем в черную кухню, там же у нас продукты, там же уже холодильники некрасивые. Из плюсов, что можно не тратиться на покупку какой-то дорогой, такой премиальной, красивой кухни, там может находиться практичная кухня из ресторана, из хорики, то есть просто нержавейка, столы холодные из нержавейки и так далее. То есть реально оказывается очень практично. При том, что, сами понимаете, в отдельной комнате это все за дверью, гостям не видно, и это очень классно. Вот такая у нас эргономика кухни. Кстати, я знаю, что нас смотрят хозяева этого дома, Игорь и Оксана, поэтому сейчас специально для вас покажу, какой у вас обалденный вид, потому что я знаю, вы еще не были, еще не видели, какой у вас обалденный вид будет открываться из спален, из хозяйской спальни и из гостевых. Погнали наверх. Помните, мы заходили в дом, у нас был высокий второй свет, как раз вот здесь 7-метровый. Так вот, это как раз это самое место, то есть вот там мы попадаем в дом, дальше идем в гостиную, поднимаемся здесь по лестнице, поднимаемся здесь вот на второй этаж, и у нас как раз вот такое распутье. Направо пойдешь, попадешь в гостевые и детские спальни, а налево у нас находится мастер-блок. Так вот, мастер-блок – это как раз то самое пространство, которое находится само по себе отдельно, и здесь больше никого нет. Никаких соседей, вы здесь одни, и это очень классно. Я считаю, что в современной архитектуре надо проектировать только так, чтобы мастер-блок находился вообще полностью изолированный от всех соседних комнат, и здесь можно было и музыку громко послушать, движуху навести, ну, в общем, чтобы хозяева могли классно проводить время только вдвоем, и никого рядом не было. При этом посмотрите, сколько здесь окон. Здесь есть окна в гардеробной комнате, здесь есть окна в санузле, естественно, да, и при этом самые классные, конечно, виды, они находятся здесь у нас с видом на лес. Ну, конечно, немножко сосед у нас также попадает, но, сами понимаете, с той стороны дома у нас соседи еще не построились, а здесь уже построились. Поэтому лучше, конечно, мастер-спальню располагать таким образом, ну, как бы планируемым видом, да, то есть здесь мы, когда располагали ее, мы понимали, что уже вид будет на соседа, вот такой будет немножко цеплять, его будет видно, но это то, что предугадываемо, да. А вот с той стороны, там, конечно, что построят, непонятно, куда будет окна выходить. Ну так вот, здесь, получается, есть такой собственный тоже балкончик, на который можно выйти, и вот такой вот замечательный вид. То есть хозяева спят на кровати, и у них вот прям сосна, елочка, там лиственницы какие-то, березы. Это очень приятно.
когда мы выходим из мастер-зоны, проходим по коридорчику и идя в детские и гостевые спальни, как раз мы видим вот эту второй свет уже гостиной комнаты. Гостиная комната, она как раз отличительна тем, что здесь очень такой приятный камин, здесь с этой стороны приятная, красивая такая лестница. Здесь вообще сама форма интерьера, она завязана была в первую очередь с архитектурой. То есть мы как раз вот эти все плавные линии архитектуры заводили в дом, и вот как раз второй свет, здесь это очень хорошо читается, да, здесь все вот эти балкончики просматриваются. В общем, второй свет это прям топчик. А дальше, когда мы идем по коридору, обратите внимание, что коридор всегда у нас заканчивается окном. Это такой классический прием, потому что в больших домах обойтись без коридоров невозможно, да, и у вас в любом случае эти коридоры образуются. Делать их какими-то вот такими – это неправильно. Делайте их максимально правильной формы, прямоугольными, но заканчивайте окном, потому что окно в конце, оно дает, во-первых, естественный свет, а во-вторых, оно создает вот этот эффект, как будто у нас выход на улицу, да, то есть как будто у нас связь с природой, и у вас уже, вы когда идете по коридору, у вас нет такого ощущения, что вы где-то в замкнутом пространстве. Вы как будто на улице. Это очень классно. И тут у нас как раз открывается вход в одну спальню, вход во вторую спальню с другой стороны, и здесь гостевая спальня. Причем каждая спальня имеет свой блок санузла и гардероба, то есть что, опять же, является таким неким каноном, обязательным каноном в современной архитектуре, потому что когда гости приехали или там дети живут, у них должно быть все свое. У них как бы это маленькая такая квартира внутри дома. И посмотрите, какие виды. Посмотрите, какой у нас огромный туалет. Да ладно, шутка. Здесь на самом деле две спальни. Каждая свой имеет туалет и гардеробную комнату. Все эти спальни имеют такой офигенный выход на балкон, на террасу. И эта терраса, ребят, 102 квадратных метра. Я когда посмотрел по спецификации, я такой, так, получается, квартира, в которой я раньше жил, 38 квадратных метров, то есть это где-то 3 моих квартиры, а это один такой вот балкончик. Конечно, много, но это прям очень будет эффектно, потому что здесь будет лежать галечка, здесь будет красивая такая благоустроенная площадочка, и из этой спальни выходишь, здесь гуляешь, здесь можно летом ставить какое-то кресло, стульчик, какой-то зонтик. В общем, это такая дополнительная площадка для тусовок, для гостей, для детей. Очень классно. А это мы с вами заглянули в гостевую спальню со своим, опять же, гардеробом и туалетом. Здесь вот специальный такой балкончик есть в этой спальне. И обратите внимание, что круто и почему я вообще на балкончике стою. Дело в том, что обычно располагать какие-то спальни и окна на улицу – это не очень правильно, потому что, ну, приватность нарушается. Люди, которые здесь ходят, ездят на машине, они смотрят к вам в окно, и вы, соответственно, всегда зашториваетесь. И вопрос тогда возникает, зачем тогда большие окна, когда они всегда зашторены? Смысла нет. Так вот, здесь это не так, потому что здесь лес, и поскольку здесь очень много деревьев, причем хвойных деревьев, то у вас нет такого ощущения, что вы где-то рядом с улицей. У вас такое ощущение, что вы просто в глухом лесу. То есть эта дорога, она очень сильно отфильтрована деревьями, и получается приватность, как будто вы вот прям, ну, где-то очень далеко находитесь от дороги. Это очень классная, эффектная штука. Блин, вот хочется туда зайти, чтобы красивый финальчик записать, но так страшно идти по этой штуке. И вроде понимаешь, что она бетонная и достаточно широкая, но очень страшно идти. О, у меня мурашки по коже, кошмар. Вот что значит выросли уже. Раньше, когда лазили по деревьям, вообще было не страшно, а уже все страшненько. Конечно же, это был не весь обзор дома, потому что здесь очень много еще разных комнат, про которые я не сказал. Здесь очень много фишек, секретиков. В том числе до сих пор я вам не рассказал, почему же перед входом в дом у нас оставлен пень. Но об этом я расскажу в следующем выпуске. А на этом выпуске все. Обязательно напишите комментарии, какие у вас появились вопросы. Может быть, вы с чем-то не согласны. В общем, я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Просолов и канал Современный дом. Пока-пока. А я попробую как-нибудь отсюда уйти. Уходить еще страшнее, блин.